Правда ли, что две мировые иконы BTS, Чингук и Тэхён, больше не будут выступать вместе в ближайшее время? Почему об этом расставании было объявлено без каких-либо подробных объяснений, что вызвало волну волнений и домыслов среди ARMY? И правда ли, как сейчас ходят слухи среди поклонников по всему миру, что все это связано с продуманной стратегией сольного тура HYBE? Этот сюрприз не был оформлен в виде длинного официального заявления, не было никакой пресс-конференции, не было никаких исчерпывающих разъяснений от руководства. В рекламных документах каждого сольного проекта было лишь одно короткое предложение: артисты продолжат свою деятельность самостоятельно. Эта фраза, хотя и знакомая тем, кто не следит внимательно за внутренней динамикой BTS, стала взрывом для фанатов, которые годами наблюдали за химией, эмоциональной близостью и, казалось бы, непоколебимым братством между Чон Чингуком и Ким Тэхёном. Теперь вопрос становится совершенно конкретным. Почему, когда весь мир ожидал момента единения, предшествующего полному воссоединению BTS после службы в армии, HYBE предприняли шаг, который можно было бы счесть сепаратистским? Было ли это исключительно коммерческой стратегией или же существовала внутренняя динамика, еще не раскрытая публике? Предварительные данные из нескольких внутренних источников указывают на то, что это решение не было результатом внезапного обсуждения. С начала года появились признаки того, что каждый из участников BTS выбрал более интенсивный сольный путь. Но никто не предполагал, что этот выбор создаст такую дистанцию между двумя фигурами, которых публика и фанаты долгое время считали неразлучными. Появление международного гастрольного графика Тэхёна в первом квартале следующего года, а также подозрительная логистика перемещения саппортов Чингука по всему миру, были первыми признаками того, что эти двое не будут долго находиться на одном континенте. Когда расписание было опубликовано без единого красоверного события, спекуляции взорвались. Аналитики отрасли видят это иначе. По словам Ли Сон Ми, музыкального аналитика и аналитика коммуникаций Корейского университета, этот шаг похож на преднамеренное эмоциональное дистанцирование для укрепления бренда каждого артиста. Она добавила, что подобные моменты нередки в мировой индустрии развлечений, но в Корее, когда публика слишком эмоционально привязывается к динамике группы, последствия могут оказаться гораздо сильнее, чем предполагало агентство. Означает ли это, что расставание проводится для создания новой творческой идентичности? Если да, то почему это должно происходить в ущерб динамике отношений двух участников, которая стала символом тепла и единения BTS? Чингук и Тэхён — это не просто имена, это символы, они олицетворяют дружбу, самовыражение и гармонию в многообразии. За кулисами они неоднократно демонстрировали эмоциональную близость, которую невозможно заменить никаким сольным брендом. Поэтому, когда они расстались без каких-либо явных публичных причин, неудивительно, что многие сочли это решение не только необдуманным, но и губительным для эмоциональной ценности, которая формировалась годами. В интервью журналу Rolling Stone Чингук сказал: «Тэхён — это тот, к кому я обращаюсь, когда чувствую себя подавленным», а Тэхён в другом интервью GQ Корея назвал Чингука тем, кто видит меня настоящего. Эти заявления — не просто уловка, а скорее отражение личных отношений, которые были частью публичного повествования BTS с момента их дебюта. Понимали ли HYBE, что их решение разлучит двух людей, чья связь глубже, чем просто музыкальное сотрудничество? И, что еще важнее, предвидели ли представители агентства психологические последствия для них обоих? Подсказки начинают появляться. Анонимный сотрудник группы заявил, что процесс планирования сольного тура включал в себя продолжительные обсуждения, и не все участники сразу согласились с окончательным решением. Это говорит о разногласиях внутри группы. Более того, некоторые фанаты подозревают, что недавнее отсутствие Чингука на одном из концертов HYBE было не совпадением, а скорее признаком дискомфорта от новой динамики. Ситуация стала еще более запутанной, когда появились сообщения о том, что Тэхён плакал в репетиционной комнате через несколько дней после объявления о своем сольном туре. Хотя официального подтверждения этому не было, видеозаписи от сотрудников, распространяемые в фандоме, гласят, что голос Тэхёна звучит тяжело и напряженно. Многие связывают это с внезапным расставанием с близкими. HYBE же, напротив,
хранили молчание, без каких-либо разъяснений, без адекватного ответа на беспокойство фанатов. Некоторые называли эту стратегию «холодным пиаром» или преднамеренной халатностью, чтобы подогреть интерес к группе до его сольного дебюта. Согласно внутренним источникам, собранным южнокорейскими СМИ, такими как Dispatch и Elgran Sports, идея отдельного сольного тура рассматривалась с середины 2023 года. Накал страстей резко возрос после того, как сольные дебюты Чингука с песнями «Seven» и «Standing Next to You» получили ошеломляющий международный резонанс, включая попадание в чарт Billboard Global 200 и впечатляющие выступления в Европе и США. Аналогичная тенденция наблюдалась и с сольным проектом Тэхёна, который привлек внимание публики своим более экспериментальным и джазовым художественным подходом. В своем финансовом отчете за первый квартал 2025 года HYBE заявила, что диверсификация портфолио индивидуальных артистов является частью ее долгосрочной стратегии роста. Инвесторы и общественность упустили из виду потенциальное эмоциональное и психологическое воздействие такой стратегии на артистов, оторванных от динамики группы, которая лежит в основе их повседневной жизни. Согласно анализу Часон Илба, есть признаки того, что HYBE не только максимизирует коммерческий потенциал каждого участника, но и следует стратегии четкой дифференциации бренда. То есть, речь идет не только о музыкальном продукте, который стремится выделиться, но и об имидже, повествовании и даже эмоциональной связи, которая между ними существует. Старший маркетинговый директор крупного агентства K-Pop Entertainment рассказал, что разлука двух людей, известных своей эмоциональной близостью, означала не только создание нового пространства для творческих поисков, но и разрушение общественных ожиданий. Это была рискованная стратегия. Риски были очевидны уже сейчас. Со стороны все казалось спланированным и профессиональным. Были опубликованы расписания, подготовлены тизеры, шел продакшн, но за кулисами начинала разворачиваться совсем другая история. Один из давних сотрудников, работавший над концертными проектами BTS, отметил необычную тишину во время финальных репетиций перед объявлением о разделении тура. Обычно Чингук и Тэхён активно шутили и обсуждали идеи, но в последние несколько сессий они стали тише, даже при минимальном личном взаимодействии. Проблема обострилась после того, как Чингука сфотографировали одного в аэропорту по пути на сольное промо-мероприятие в Японию, в то время как Тэхён остался в Сеуле, готовясь к шоу-кейсу. Обычно такие прощания сопровождаются объятиями или хотя бы теплыми взглядами, но на этот раз это было лишь молчание, вспышки фотоаппаратов и пустые взгляды фанатов, которые восприняли это как дурное предзнаменование. Доктор Мин Джи-ин, клинический психолог и исследователь парасоциальных отношений в Сеульском национальном университете, объясняет, что внезапный разрыв близких рабочих отношений может быть стрессовым, особенно если нет открытого общения. В случае Чингука и Тэхёна их отношения были не только профессиональными, но и эмоциональными, даже полусемейными. В нескольких прошлых интервью они признавались, что часто полагаются друг на друга для поддержания психического равновесия в условиях давления индустрии развлечений. Резкое изменение структуры работы и эмоциональной близости может оставить психологическую пустоту. Некоторые фанаты заметили едва заметные изменения выражения лиц этих двоих во время недавних прямых трансляций. Чингук, обычно экспрессивный, выглядел более сдержанным, отвечая на вопросы об остальных участниках группы. Когда его спросили о Тэхёне на Weverse Live, он коротко ответил: «Мы оба заняты, но всегда поддерживаем». Ответ звучал дипломатично, но в то же время казался холодным и неловким по сравнению с их предыдущим теплым общением. Тэхён же, в свою очередь, опубликовал в Инстаграм лирическую демозапись игры на пианино с меланхоличным оттенком, сопроводив ее подписью «Ты всегда оказываешься один». Многие ARMY восприняли это как выражение одиночества из-за новой динамики, с которой он столкнулся.